Всем доброго утречка. У нас новый день наступил, там, как обычно, машет Лиза. А я включила камеру, чтобы начать вам немножечко с позитива. Ну, во-первых, никаких рейдов не наблюдается, поэтому мы спокойно с бабушкой приехали. Правда, приехали раньше 8. Может быть, сейчас рейды какие есть. Что будет дальше, расскажу вам, когда повезу бабушку обратно. Они с Катей занимаются физикой, а я хочу показать вам наших котят. У нас на улице светло. Ой, светло, говорю, тепло. И видите, солнышко, свет как бы попадает сюда. И котята на солнышке греются и начинают между собой играть. То есть они уже настолько большие. Но, правда, игривый у нас в основном, конечно, тигр. Он самый такой активный котенок, самый... Он, скажем так, не заметил даже, что мамки нету. Он самый сильный котенок. А вот кукла, она послабее, поэтому она не сильно пытается играть. Она пытается погреться, а тигр к ней пристает. Видите, что делает? Вот тебе по морде тигра, по морде тигре. Вот так вот я тебе. Видите, у тигра он такой весь чистенький, весь это. А кукла, она более слабая, видите, не может его оттолкнуть. Но все равно у нее получается, и у нее все время ножки грязные. Вот, потому что мама ее не вылизывает, и Лизка тоже. Видите, она отползла и легла. Она любит лежать. А тигр-то он вообще, он бегает. Смотрите, какой. А? Ой, у тигра глазик грязный, надо протереть. Какая-то кака в глазике. Лизонька, протрешь? По-моему. Ты мне показываешь, что это твой ящичек, да? Нет. Дети до сих пор учатся. Там открыточка лежала, а Миша со мной общается. Я сейчас ходила, проверяла поле картофельное. Что это? Тряпочка? Ты всякую ерунду набрал, да? Настроение у меня сегодня грустное. И как-то у меня влоги не снимаются в грустном настроении. Но я стараюсь хотя бы один влог вам выпустить, чтобы вы были в курсе наших дел. Лиза сидит, делает только эссе. Господи, зачем нам это задали? Неужели это так важно? Кажется, вообще как бы не важно. Катя делает геометрию. Сейчас доделают, я повезу бабушку обратно. Вернусь, надо будет заставить себя убраться. А потом у меня доступы купаты. Наверное, поджарим купаты. А бульон на борщ пока я солью. Потому что непонятно. Саша игнорирует и не ест вообще ничего. Ну, либо ест, и я этого не вижу. Вот. И непонятно, если я сейчас сделаю борщ, кто его будет есть. Хлеб, во всяком случае, точно остается. Он должен был уже кончиться, если как обычно мы кушали. Саша же в основном кушает и хлеб, и основную массу еды съедает. А хлеб остался, но хлеб, ладно, я попробую заморозить, иначе он пропадет. Надо новый делать, этот замораживать, наверное. Как-то так. Ужасно. Я буду еще хлеб замораживать. А борщ, наверное, сделаю потом. Когда прояснится ситуация, вообще сколько его надо делать. То ли на всю семью, то ли только на меня с детьми. Потому что Саша ведет себя странно. Он никак не завершает эту ситуацию. Он поссорился, он и не мирится. И как бы все равно утром и вечером присутствует, но при этом встает рано, уходит. Я же не знаю, куда он там уходит, потому что мы вообще не знаем, куда он ходит. Ну, такое ощущение, что он от нас отделился просто и все. Вот так вот. Я к нему разговаривать первое не делаю. Ты порисовать хочешь такими? Это губочки, ими рисуют. Сейчас Лизонька закончит заниматься, она с тобой порисует, хорошо? Ты подождешь, а этими, да, подождешь? Такие вот миши я покупала. Сейчас гуашью на них надо мазать кисточкой и отпечатки оставлять. Лизонька, тебе еще долго? Чего? Долго? Давай уже заканчиваем КС. Мама! Надо найти картинки, там яйца крашеные, кролик. Смотрюсь я на фоне всей этой нервотрепки не очень. Глянула сейчас боковым зрением на экранчик. Обычно я выгляжу лучше. Ладно, когда-нибудь эта нервотрепка кончится, придет к какому-то завершению. Я вообще не люблю вот этот вот процесс нервотрепки. Но
На самом деле, когда вы с кем-то поссорились, ну, вдруг кому-то это сейчас будет интересно, я скажу свое мнение. Если вы с кем-то поссорились, помириться сразу, это максимально результативно, потому что когда человек обижен на вас долго, когда он долго продумывает это все с разных сторон, то потом с ним будет гораздо сложнее помириться, гораздо больше усилий потребуется. Поэтому миритесь всегда сразу. И вообще, умеете люди мириться. Это более правильно. Но мне кажется, что он мириться не будет, если честно. Посмотрим, потом окажусь, что я права или нет. Мне кажется, что все уже бесполезно. Мишка, главное, расстраивается. Он видит, что что-то не так происходит. Я ему вопросы задаю, говорю, ты расстраиваешься? Он говорит, да. Вот. Даже сказал, что ему страшно. Вот. Лизка каждый день расстраивается. Она каждый день ждет, что папа придет и будет мириться. Но он приходит и делает вид, что нас нету. Бабушка прощается с Мишей. Я отвожу бабушку. Так, все, жди меня. Веди себя хорошо, я скоро. Отвезла маму. Сейчас иду домой. Что-то как-то мне опять грустно стало. Пойду-ка я еще в базольчиках хряпну. А то мне приходится детей успокаивать. Они переживают, что ситуация с папой и мамой никак не решается. Если мне придется их успокаивать, а я не буду спокойна, то это будет полная жопа. Я тогда расплачусь. Я вообще эмоциональный человек. И то, что я как бы сейчас не расстраиваюсь, на самом деле, я лопаю много успокоительного. Я на успокоительном последние дни. Но зато я не пытаюсь с Сашей решить проблему, ничего. То есть не трогаю его и не лезу к нему. Жду, точнее ждала, пока он сам. А он сам не никак. Вот как-то так. Ладно, пойдемте в базал пить и переходить в себя. Я дошла, хотела посмотреть, щавель есть или нет. Ой, у нас семена повсходили. Меня Елена спрашивала, садили ли мы свеклу. Да, мы садили свеклу и морковку. Сейчас покажу вам. Вот, видите, повсходила свеколка. Вот она. Подрастет немножечко, я ее буду прореживать. Пойдемте морковку проверим. Чеснок у нас, похоже, не собирается расти. Что-то как-то ему плохо. Морковка тоже вроде повсходила. Я, конечно, плохо помню, но, по-моему, вот это вот морковка. Да? Да, это морковка. Ну, все хорошо. Хоть с овощами будем, наверное. Соседа в теплице куча цветов. А у нас только белые одуванчики. Ничего радующего глаз нету. Бардак тут недоубранный. Он меня тоже расстраивает. Уже давно. Особенно на монтаже. Ладно. Пойдемте домой. Ну что, суп отправлен в заморозку. Положила его вместе с косточкой, короче, в большой контейнер. Надеюсь, что ему ничего не будет. Как решится наша ситуация семейная, тогда и приготовим борщ. Потому что у нас купаты, нам надо их пожарить. Сейчас мы с Лизой будем варить гречку. Лиза пропылесосит, и мы пойдем жарить купаты. Да, Лиза? Лиза говорит, я умею разводить костер. Вот и посмотрим, как ты умеешь разводить костер. Да, у папы там все порублено. В общем, купаты с гречкой у нас, остатки окрошки, остатки еще прошлого супа. Решили не рисковать. Не варить борщ. Да? Сварим, когда все между собой помирятся. Ну или окончательно рассорятся. Одно из двух. Мишка во всем этом беспорядке кайфует. Ему телефона дают много, да? С этими уроками, с этими ссорами. Катюнчик делает чай. Ага. Так, Катюня, вот это вот надо все поубирать. Я же сказала, буду чай. Ты меня еще раз спросишь? Я говорю, я буду сейчас чай делать. Нет, ты сказала, ты будешь чай? Да. Ты меня в очередной раз спросила, я говорю, я 3 раза уже сказала, я буду чай. Лиза. А у нас за окном зацвела черемуха. Обожаю черемуху. Зацвела. Обожаю черемуху. А там еще какая-то мрачная туча. Грустно. А еще у нас есть проблема. Я не помню. Может, я вам уже говорила? Но если говорила, не обижайтесь, буду повторяться. Индюки, ну вы видели, какие они здоровые уже. Они там вовсю летают по брудеру. И у одного сегодня я обнаружила, что у него голова
как обожжена. Он, похоже, об красную лампу долбанулся, дурачок. Вот. Соответственно, край вообще 2 числа, когда им будет ровно месяц, их надо выселять в вольер. Но вольер-то занимают куры. И вроде как мы обсуждали с Сашей, что либо кур мы пересаживаем в такие трактора передвижные, потом мы это откинули, и что типа сделаем другой загон. Но мы этого не обсудили. По-моему, я уже это говорила. А может быть, я это говорила бабушке. Ладно, неважно. Но суть в том, что, короче, надо делать загон. Я тут прошла по участку, поискала, из чего делать. Ну, вижу, тут у Саши стоят железки, но он, наверное, не даст мне их взять. Нашла дверь. Дверь от вольера, ну вот, который у нас был-то, вот этот вот, сейчас покажу. Вот там, вот, видите? Вот дверь осталась. Куда я показываю? Вот сюда, вот. От него осталась только дверь. Можно было бы взять эту дверь, поставить напротив забора и как бы так наискосок трапеции натянуть сетку. Но я попробовала, короче, эту дверь вытащить. Хорошо, Саша забивает. Я ее, похоже, не вытащу. В общем, проблемка. Но за выходные, похоже, нам надо это сделать. Потому что в рабочие дни мы с девчонками до вечера занимаемся учебой. И если в понедельник, вторник я еще хоть как-то соображаю, то, блин, к концу недели я вообще никакая. И нужно будет подстригать курам крылья. Вот. Как бы ссоры с ссорами, а дела никто не отменял. Придется делать их самим. Вот говорю детям, говорю, зачем начали конфликт поддерживать с папой? Могли бы, как говорится, чай сделать, и все было бы сейчас нормально. Отказались чай делать. Вот из-за такой мелочи они начали ссориться, понимаете? Вообще, ребята, не ссорьтесь. И подумайте о том, что вы ссоритесь из-за какой-то мелочи. Не люблю ссориться. Вот. Иногда могу, допустим, не сдержаться, но в последнее время стараюсь сама на конфликт, ну, именно на ссору такую, чтобы не разговаривать, потом не идти. Вот. Потому что ссора начинается с малого. Кто-то кому-то что-то сказал, кто-то буркнул, там пошла-поехала, друг друга обругали. Потом я говорю, Кате, говорю, папа неправильно поступил, начал тебя выпихивать. Но он же это не просто так сделал. Сегодня сидели, обсуждали, обсудили. Я говорю, вы понимаешь, что мне нужно было встать либо на твою сторону, тебя защищать, либо на папину сторону, против тебя. Ну, естественно, я как мама встала на твою сторону. И все, и пошел конфликт. А сейчас получается, как бы он не мирится, и я тоже с ним не ссорилась. Я же не могу извиниться за то, что я за Катю заступилась. Ну вот, короче, как-то так. Фу, а вообще, я сейчас под афобазольчиком, поэтому спокойно, как удав. Но торможу жутко. Подошла Катя ко мне с английским, а вы большинство знаете, что я на английском как на втором родном языке, а я не могу связать слова, не могу перевести. То есть, как бы, много успокоительного, это тоже плохо. Так что надо бы это все заканчивать. Я сейчас много чего говорю, а потом половину вырежу. Я говорю на камеру, а потом во влог не пускаю все. Ну, как бы переслушиваю и кое-что вырезаю. Большую часть вырезаю. Почти все вырезаю, короче. Потому что не хочу это на память оставлять. Да, Рыжик? Хорошо тебе? Никаких тебе забот. С котом соседками подрался, с кошками повстречался и домой прибежал кушать. Да? Хорошо живешь. Ты делаешь чай в стакан? Нет, вот, это я себе квас наливаю к своему тому завтраку, который собиралась съесть и не съел. Завтраку? Да. И что, чем ты завтракаешь? Ну, как видео такое. Будем обед, говорит, как завтракать будем? Как в том видео, да? Будем... Лиза, долго у нас пылесос будет посреди дороги стоять и ничего не делать? Ну, Лиза, что, Лиза, типа пошла поднимать вещи и зависла с Мишей. Ну, как обычно. Я вас всех хорошо знаю. Нет. Да, конечно. Вот кто хорошо мне помогает и мало вредничает, тот со мной сегодня снимает летсплей. А кто много вредничает, у того игры не запускаются. Потому что ты когда много вредничаешь, у нас игры зависают. Подожди. А где Миша? Там. На площадке? С Катей? Да. Так, мы тут с Лизой разжигаем костер, точнее я разжигаю костер. Так, вот эту штуку, этой штукой папа машет, надо ее убрать. В общем, у меня, по-моему, даже, не знаю, получается или нет, но вроде кора и бумага горит.
Ну, кора горит, это уже хорошо. Я вот нашла такую кору. Не дам тебе спичку. Дети спичкам не игрушка. А ты что не в штанах? Что, Лиза? По мне так прохладно в шортах, Миш. Одевай штаны. Че он на тебя жалуется? Лиза. Лиза не одела штаны? Ах, она Лиза. Лиза, быстро. Ты тоже не одевала. Одевай штаны, пожалуйста. Миша, иди оденься. Иди, смотри, мама в штанишках. Мама тем временем будет пытаться стать властелином огня. По-моему, у меня даже получилось. Не растерян навык. Я сама костер не разжигала уже давно. А, загорелась, загорелась. Все, это же победа. Так, я еще вот это бревнышко положу как-нибудь сюда. Я не знаю, как Саша складывает. Я положу как-то так. Вот так. Во. Все, гори-гори ясно, чтобы не погасло. Ну все, купаты сегодня будут. Ты оделся? Ты пришел костер смотреть? Какой у мамы костер! Слушай, мне кажется, надо будет еще подкинуть. Углей мало, нет? Папа подкидывает или нет? Вспоминай. Пойду еще пару дровишек возьму. Купат, по-моему, много достала. Хотя, ладно, не испортится же. А дети пошли качаться на качелю. Только я сказала одеться всем. И сразу солнышко выглянуло, да? Заметила? Миш, ты куда далеко так пошел? Гуляй с нами тут рядом. Ну что, купаты типа готовы? Вообще, по идее, они сразу готовы. Но я их красиво поджарила. Ну как? Света молодец? О, молодец. Все равно никто не похвалит, хоть сама себя похвалю.